Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о свиньях. Что мы знаем о них? Пятачок, щетина и хвост, закрученный в штопор. Все это прекрасно и емко описывает нашу героиню. Внешний вид животного знаком всем с самого детства. Многие знают, что это домашнее животное. У других ассоциации, что она грязная, что непременно и говорят испачканному ребенку, когда он выглядит как поросенок. А между взрослыми и того хуже проскакивают словечки, что грязный как свинья, или развалился и ведешь себя как свин. Да еще много чего, что говорит о плохом. Почему такого отношения нет к другим домашним животным? И так ли это на самом деле? Об этом стоит обязательно поговорить. И потому здесь и сейчас мы и узнаем много интересной информации об этом вроде обыкновенном, но в то же время удивительном животном. Поехали! И начнем мы с классификации. Домашняя свинья – это крупное млекопитающее семейство свиных, в котором несколько родов. Один из которых – это кабаны, хотя по сути там одни свиньи. Вот нам-то они и нужны. В этот род входит 9 видов. Миндорская бородавчатая свинья, бородатая свинья, палаванская, висайская бородавчатая, целебесская свинья, филиппинская, яванская, кабан или дикая свинья, ну и, конечно же, свинья домашняя. Наш рассказ будет именно о домашних свиньях и о человеке, который был всегда рядом. Будем проводить негласные параллели. Предком домашних свиней был дикий кабан. Его древнее имя – вепрь. Кабан распространен почти по всей Европе. Водится он в лесных, степных, полупустынных и тропических районах Азии. Обитал и в Африке, но был истреблен. Завезенный когда-то в Америку, легко там акклиматизировался. Он может жить в хвойных лесах и дубравах, в степях и горах, в полупустынях и тропиках. Это удивительная способность кабана легко обживать самые разные места. Пожалуй, в первую очередь связано с тем, что он всеяден. У него почти никогда не возникает проблем с пропитанием. Желуди, орехи, семена, корневища, луковицы растений, ягоды, грибы, трава, плоды диких яблонь и груш, личинки, насекомые, лягушки, мелкие грызуны, яйца птиц, его устраивает все. Дикие кабаны меньше других животных боялись человека. Их соблазняли посевы различных растений, которые начал возделывать древний землепашец. Они были частными ночными воришками и с ними вели борьбу, но они упорно шли к людям. Кстати, люди умудрились запечатлеть дикого кабана еще в незапамятные времена. Это удивительно, но первый осмысленный подробный рисунок был создан людьми примерно 45 тысяч лет назад. Наскальные каракули не в счет. Рисунок был найден в 2017 году в пещере на территории индонезийского острова Сулавеси. На рисунке изображена 4 диких свиней. Из них отлично сохранился только один свин, а 4 почти исчез из-за расслоения поверхности пещерных стен. Не исключено, что между свиньями были нарисованы и другие объекты, ведь древние одаренные художники явно хотели изобразить какие-то сцены из своей жизни. Однако ученые все-таки рассматривают версию о том, что одомашнивание свиньи произошло около 9000 лет назад в Китае, постепенно распространяясь прежде всего в районы древних цивилизаций Средиземного моря, позже в Европе, а затем уже в Америке и Австралии. Свинья, говорят ученые, стала вторым после собаки домашним животным. Одомашнивание свиньи, как и других видов животных, происходило в связи с переходом от кочевого охотничьего образа жизни к оседлому земледелию, когда люди стали объединяться в родовые общины, а орудия охоты совершенствовались медленнее, чем социальные отношения. Возникла потребность в одомашнивании животных. Однако понадобилось много времени на осознание того, что лучше иметь продукты питания, шкуры для одежды и обуви под рукой, чем добывать их, полагаясь на удачу. Взятых в плен поросят, благодаря их всеядности, нетрудно было выкормить на подножном корме. Они легко приспосабливались к новому образу жизни. И что удивительно, в разное время к свиньям
свиньям относились по-разному, и нужно об этом поговорить. Изначально люди очень уважали свиней. В Китае и Египте в древние времена свиней считали святыми. Эти животные символизировали счастье и благополучие. Потреблять свинину дозволялось только по случаю исключительных религиозных и государственных празднеств. Жрецы и врачи принимали исцеляющую и прибавляющую силы микстуру, изготовленную из крови, желчи и печени этих животных. При дворцах фараонов, императоров и королей существовала должность свиновода, хотя пустынные территории с жарким и сухим климатом были непригодны для разведения свиней. Они чувствовали себя плохо и нередко погибали под действием солнца и высокой температуры воздуха. Все потому, что у свиней потовых и сальных желез значительно меньше, чем у других видов животных. Они обладают ограниченной способностью к потоотделению. Потеет в основном только рыльце, и поэтому им трудно жить в жарком климате. Римляне обожали свинину. Именно им они отдавали предпочтение. Лошади служили средством передвижения, быки тянули плуг, коровы и козы давали молоко, а овцы – шерсть. Свиньям же оставалось только расти и ждать, пока их съедят. Причем это касалось не только Древнего Рима. Средневековая Европа поначалу любила свинину, и она стала привилегией верхушки общества, а крестьяне были вынуждены довольствоваться овечками и дойными коровами. Но не все шло так гладко. Свиньи не всегда были в загончиках, и многие шатались в поисках пропитания. Иногда заходили в дома и совершали страшные вещи. Могли съесть того, кто остался без присмотра. Это, конечно, ужасно. Но кто оставил свинью без присмотра? И в особенности того, кого свинья съела? Человек в большинстве случаев пытается найти крайнего. А еще у него есть воспаленная фантазия. И многих свиней за это казнили. Причем на площади через повешение. И в XIV веке казнь свиней была делом нередким. В некоторых случаях от обвиняемых животных даже пытались добиться признательных показаний. Порой наказанию подвергали и сообщников. Свинье приписывали все смертные грехи, и самый основной – это чревоугодие. Ведь свиньи воздержанностью никогда не отличались. Это не в их природе. А может, это была месть за съеденных поросят, но это уже из ряда фантастики. И свиньями руководил обычный голод. Затем в Европу нагрянула чума и выкосила половину населения. Бесхозные свиньи ходили по городам и ели уже по большей частью не только отбросы. Тут, кстати, есть такой момент. В отличие от жвачных с их многокамерными желудками, система пищеварения и метаболизм свиней связаны таким образом, что вкус мяса сильно зависит от того, чем животное питается. У жвачных в желудке имеются микроорганизмы, которые разлагают и перестраивают жирные кислоты, в то время как у свиней их нет, и потому мясо свиней, питавшихся рыбой, отдает рыбой, а тех, что питались отходами или чем похлеще, имело запах соответствующий. От свинины отказывались все больше и больше, и со временем свинина стала едой только для самых бедных слоев населения. И только при бурном развитии экономики и индустриализации с 18 века опять вспомнили о свиньях, как источники недорогого белка, забыв о предрассудках. Причем свиней содержали в основном не фермеры, а хозяева пивоварен, винокурен и маслоделен, так как свиньи поглощали отходы переработки, а промышленники получали дополнительный доход. Интересно то, что у многих народов употребление свинины запрещено. После одомашнивания свиньи кому-то пришло в голову, что есть их нельзя. Фактическое обоснование этому известно. И в исламе, и в иудаизме существует запрет на употребление в пищу свинины, закрепленный в религиозных текстах. Запрет есть запрет, не поспоришь. Но что послужило предпосылкой такого запрета? Давайте рассуждать. Возможно, люди с древности знали, что свинина влияет тлетворно на тело. Сегодня такое объяснение подкреплено знаниями. И да, в свинине могут содержаться паразитические черви, способные вызывать у человека трихинеллез, если мясо плохо прожарено или сварено. Хотя на данный момент свинина стоит не на первом месте. Коровы, овцы и козы могут быть носителями куда более опасной
болезни сибирской язвы, а свиньи этому почти не подвержены. А возможно, употребление свинины запретили еще из-за того, что свинки с виду нечистоплотные, хотя в то время люди тоже не сильно следили за собой. Еще одна из версий заключается в том, что в первых крупных цивилизациях животноводство было вопросом сословным. Кочевники, которые пасли крупный рогатый скот и других жвачных животных, составляли основу зарождавшейся рыночной экономики и оказывались тесно связанными с элитами. Свиней же держали представители низших слоев общества. Для власть имущих свиньи могли олицетворять бедность и попытку выйти из-под контроля экономики распределения ресурсов, и запрет на свинину был хорошо продуманной стратегией по угождению властям придержащим. А может, все намного проще. Человек видел, что свиньи всеядные и в основном питаются отбросами со стола и всякими непотребствами. Но зачем он их тогда заводил? В любом случае, это предположение, и запрет есть до сих пор, а свинки могут только этому порадоваться, как и коровы в Индии. Только последние священные животные, которые бродят по свалкам в поисках пропитания. А розовые пятаки уже не 1000 лет являются яблоками раздора между людьми разных культур и верований. Жаль, что люди за это время так и не смогли договориться, и тем более перестать навязывать свои интересы даже в таком вопросе, что и кому употреблять в пищу. И тем не менее, на данный момент самый потребляемый вид мяса в мире – это свинина. Да-да, в структуре мирового производства свинина занимает первое место, на втором птица, на третьем говядина. И люди в основном любят не свиней, а свинину. Мясо недорогое и вкусное. Главное правильно приготовить, и рецептов миллион. Съел сосиску или бутерброд с колбасой и побежал на работу. Удобно, быстро, практично, но главное, чтобы из свинины, а не из бумаги. И пока человек ее ест, его в этот момент не смущает, что она была некрасивая, грязная и что ела непонятно что. Все остается на втором плане. Так почему люди вообще считают свинью некрасивой? Надо разобраться. В массовой культуре свинка предстает в лучшем случае обаятельной, забавной и милой. Но красивой ее никак не назовешь. По одной из версий, у людей большинство животных в первую очередь привлекают глаза, а линии носа обычно закруглены и плавные, как, например, у кошки. Плюс какая-никакая шерстка, лучше волнистая, и симпатичный зверь готов. А у свиней все наоборот. Большое рыло и уши, маленькие глазки и грузное непропорциональное тело. Еще и лысая. Человек, кстати, тоже не сильно волосатый. И излишний вес в мире людей – это проблема еще та. С людьми-то понятно, поесть многие любят, особенно сверх меры. Только виновата ли домашняя свинья в этом? Человек методом селекции сам ее сделал такой. Опять-таки для своих нужд. Взять того же кабана. Мощный и в меру упитанный. Шерстяная машина, которая не даст в обиду ни себя, ни самку с детенышами. Кстати, о маленьких. Говорят, все детки красивые. И поросята не исключение. Розовые пятачки. Ни тебе лишнего жира, и все пропорционально. А то, что свинья везде грязь найдет, это чистая правда. Свиньи очень трепетно относятся к состоянию своей кожи. Если свиньи на выпасе, они тщательно ее намывают, а потом старательно бальзамируют в грязи. Это помогает избавиться от надоевших паразитов. Но и в качестве инструмента нормализации теплообмена животные нередко используют грязевой панцирь. Потеть-то толком не получается. Да и люди, кто понаблюдательнее, отнеслись к этому вопросу серьезнее. Многие лечат болячки на грязевых курортах, а кто с ресурсами, строят целые комнаты из грязи и балует себя время от времени, но только чтобы никто не видел. Свиньи не такие мнительные. Она может позволить себе это каждый день. И вопреки распространенному мнению, свиньи очень чистоплотные животные. Они держатся подальше от того места, где они ходят в туалет, и не делают дела, где они спят или едят. Если, конечно, у них есть выбор. Ученые говорят, что организм свиней и человека очень похожи. Есть такое. Пусть внешне и не совсем, кроме волосатости, и не такой развитый мозг, хотя он у людей индивидуален. Есть и различия. У свиней любых пород имеется по 4 четырехпалых конечности, схема строения которых несколько отличается в зависимости от того, передние это ноги или задние. Два средних пальца на всех ногах свиньи в ходе естественного
отбора преобразовались в копытца, откуда и пошло название парнокопытные, а два боковых практически не участвуют в ходьбе, но повышают устойчивость свиньи при движении по неровной поверхности. Твердые копытца поросят постоянно стираются во время ходьбы, нарастая изнутри за счет формирования мякиша. Да и хвоста у человека нет, остался только рудиментарный отросток. У здорового поросенка хвост крючком, и это говорит о высоком жизненном тонусе. Поросячий такой барометр, а человеку только остается улыбаться, завидовать и смотреть. Кстати, насчет зрения. Например, у нас оно намного острее, чем у свиньи, но мы и близко не способны заметить так хорошо все, что происходит вокруг нас, как она. Поле зрения человека составляет 180 градусов, а у свиньи обзор почти круговой, ее поле зрения 310. Эта черта характерна для травоядных, которым всегда надо быть начеку, чтобы вовремя заметить опасность. Человек в этом плане в большей степени хищник. У людей расположение глаз фронтальное. Мы смотрим, куда идем, выслеживая добычу. И что касается слуха, слышимый диапазон у них повыше, чем доступный нам. А что касается обоняния, тут человек и рядом не стоит со свиньей. У человека обонятельная луковица представляет собой незаметный крошечный выступ на нижней поверхности мозга, тогда как у свиней крупная луковица расположена в его передней части. Вкупе с развитыми рецепторами в носовой полости она позволяет свинье улавливать молекулы и распознавать такие запахи, которые недоступны человеку. Неудивительно, что и это качество люди обернули себе на пользу. Свиньи превосходные нюхачи и используются для охоты на трюфели в лиственных лесах Европы. Есть еще один нюанс. Считается, что естественные гормоны самца свиньи похожи на запах трюфелей, что и является в конкретные периоды времени дополнительным стимулом к поиску ухрюшек. Андростенол, кстати, есть и в сельдерее. Именно этот запах, присущий кабанам, превратил трюфели и спаржу в традиционный афродизиак, а в некоторых случаях свинки помогают полиции отыскивать наркотики. Пятачок у свиньи гораздо больше, чем просто нос. Это главный орган обоняния, осязания и взаимодействия с миром. Благодаря своему пятачку свинья отлично справляется с поиском пропитания, находит еду даже под снегом и в холода. К тому же это еще и прекрасная лопата. Сегодня для домашних свиней нос-пятачок не так уж и важен, но диким собратьям и предкам такой нос был жизненно необходим. Пятачок для них все равно, что радар. Свиньи то и дело останавливаются, чтобы сориентироваться. Вот тракторная колея, вот одуванчик, тут пучок травы, а там ямка в земле. И, конечно же, все знают, что свиньи визжат. Этот визг довольно громкий. Но насколько громкий? Измеряемый в децибелах или интенсивности шума, визг свиньи около 120 децибел. Примерно так же оглушителен, как реактивный двигатель. Несмотря на 9000 лет одомашнивания и селекционного разведения, голоса свиней сохранили свое дикое наследие. Да, громко визжат поросята. И возможно только потому, что брат или сестра подошли слишком близко, когда они ели. Но только ли визг могут издавать свиньи? Нет, конечно, еще и хрюкают, причем по-разному. Свиньи с помощью хрюканья выражают большой спектр эмоций. Ученые записали около 7000 звуков, которые издавали 400 свиней в самых разных ситуациях, в том числе во время кормления детенышей, свободного выгула, общения с сородичами, воссоединения с семьей после разлуки. Исследование включало и негативные моменты жизни животных: пропуск кормления, непродолжительную социальную изоляцию, драку поросят, и все они были разные. Целый объемный многогранный поросячий язык. Матриархальные свиноматки успокаивающе хрюкают вместе со своей группой молодняка. Кабаны кричат предупреждение своим конкурентам во время сезона гона. Звуки, издаваемые свиньями, напоминают о разумном замысле природы – обеспечить безопасность и связь этих животных с их семьями, что не отличается от большинства диких существ и людей.
если на то пошло. Кто-то спросит, а почему свиньи лысые, а кабан, например, нет? Ну, во-первых, они не лысые, а скорее редковолосатые. Если кабану шерсть нужна от непогоды и хищников, то свиньи, содержащиеся порой в теплом климате, в этом не нуждались. Да и свиноводы приложили к этому свою руку. Ведь бесшерстные свиньи могли быть более предпочтительными для производства мяса, так как шерсть трудно удалить во время обработки. Заводчики отбирали более лысых свиней, и со временем получилась свинка, какая есть. Селекция, в ходе которой появилась безволосая розовая свинья, стала результатом сложного взаимодействия культур и стран. Видную роль сыграли Китай, Дания и Великобритания. Китайские гены повлияли на набор веса и плодовитость, а датские сказались в основном на окраске. Хотя есть и волосатые домашние свиньи. Например, мангалица, венгерская порода домашних свиней, была выведена в середине 19 века путем скрещивания венгерских пород с европейским кабаном и сербской шумадийской породой. Свинья породы мангалица имеет густую кудрявую шерсть, похожую на шерсть овец. Это просто что-то. Даже представить сложно, а они есть. Ведь в основном люди представляют себе либо маленьких симпатичных поросят, либо больших откормленных свинок килограмм на 200, где-нибудь в канавке или лужице. Но 200 это не показатель. Самая большая свинья в мире из тех, чьи вес и размер были зафиксированы, хряк Большой Билл. Он принадлежал фермеру из Теннесси Алиасу Батлеру. Большой Билл относился к польско-китайской породе свиней. Вес хряка переваливал за 1 тонну, а длина его составляла почти 3 метра. Хотя это все-таки исключение из правил. И если о породах, то давайте о породах. В той же Америке популярнее была порода дюрок, старинная порода домашних свиней, выведенная в США, стала основой для множества смешанных пород. Свиньи красно-коричневого цвета, крупные, средней длины, мускулистые, с часто висячими ушами. Как правило, являются одной из наименее агрессивных пород свиней. Кстати, сейчас существует целый остров свиней. Прямо-таки рай, где они живут и здравствуют. По одной красивой версии, там их в свое время оставили пираты. Ну а свинкам понравилось, хотя все, возможно, было прозаичнее, чтобы просто туристы не скучали. А намного большую популярность снискала британская йоркширская порода, которую вывели, когда британцы ввезли к себе в 18 веке датских свиней. Йоркширская порода свиней была продемонстрирована на выставке в 1851 году. Она вызвала большое удивление у посетителей. Дело в том, что в обычном их представлении свиньи должны были выглядеть как ожиревшие, отяжелевшие и еле стоящие на ногах животные. Перед ними же стояли симпатичные, стройные йоркширские свинки. Это сделало популярным и животных, и их хозяина-заводчика Джозефа Тулея. И еще есть множество популярных пород: Ландрас, Беркшир, Пьетрен, Лакомб, Гемпширская, Темворс, Уржумская, Мангал, Кармал, Эстонская, Донская, Литовская, Крупная белая, Северокавказская, Кемеровская, Ливенская, Муромская, Сибирская северная, Азиатская, Вислобрюхая. И если азиатская сама по себе небольшая, то есть породы свиней совсем миниатюрных размеров. Да, речь пойдет о маленьких свинках, они же мини-пиги. Они появились благодаря экспериментам селекционеров, которые смогли преобразовать большую свинью в очаровательного и миниатюрного питомца. И, конечно же, не для того, чтобы мы их содержали дома и любовались ими в социальных сетях. А для чего же тогда, как не для этого? Декоративные поросята мини-пиги начали свое существование в Германии, где порода была выведена в 1950-х годах. Прабабушка карликовой свинки – вьетнамская вислобрюхая свинья, а прадедушка – маленький дикий кабан из Юго-Восточной Азии. Также проводились эксперименты в США, Италии и Советском Союзе. Работа селекционеров длилась на протяжении долгих лет. Цель ученых – это получение минимального размера животного и стремление к еще более миниатюрным видам – микропигам. Такие особи требовались для исследований в лабораториях. И здесь свиньи, как никто другой, не по своей воле.
помогали человеку. Свиньи эффективно замещают в опытах людей. В исследованиях рака использование свиней имеет неоспоримое преимущество по сравнению с мышами и крысами. Течение онкологических заболеваний у человека часто имеет больше сходств. Активнее всего исследуется рак кожи. Причина в том, что многие свиньи способны удивительным образом полностью самоисцеляться от этого вида онкологии. К примеру, у вьетнамской чернобрюхой свиньи такая форма, как меланома, проходит сама по себе безо всякого лечения. Помимо этого, свинья – незаменимое животное для изучения таких заболеваний, как Альцгеймера и Паркинсона. Свиней используют в медицине в различных целях, но больше всего известны их заслуги как доноров органов. Еще в 1835 году некоему англичанину была пересажена свиная роговица. В период с 1920 по 1980 годы поджелудочная железа свиней была главным источником инсулина для людей с диабетом во всем мире. С 1965 года начались пересадки людям свиного сердечного клапана. Арнольд Шварценеггер – один из знаменитых людей, у которого внутри свиные органы. Ему пересадили сердечный клапан от хрюшки. И, как видите, терминатор он только в фильме, а спасла его самая обыкновенная свинка. Причем раньше такие опыты проходили на обезьянах. Но тут есть момент. Почему-то зоозащитники обезьян отстояли, и теперь над обезьянами проходят эксперименты, только связанные с поведением. А свиней нет. Они быстро растут, и еще мы их едим. В общем, не жалко. И по сей день ученые бьются над вопросом, можно ли из организма поросят вырастить полноценные человеческие органы. Оказывается, можно. Врачи Мэрилендского университета провели первую операцию по трансплантации сердца от генетически модифицированной свиньи человеку в 2022 году. Сердце – это, конечно, революция в медицине. Люди совершили очередной прорыв. Но куда же они без розовых пятаков? Свиньи круче любых гор. Они кормят и одевают нас уже более 9000 лет. Они спасли миллиарды людей от голода и холода. А сегодня они спасают наши жизни, делясь с нами своими органами. С конца 90-х годов прошлого века мини-свинки стали очень популярны как домашние питомцы. Люди с большой охотой обзаводятся хрюкающими домашними питомцами. Еще бы, ведь декоративные свинки, мини-пиги, обладают целым рядом достоинств. Например, они вопреки устоявшемуся стереотипу о нечистоплотности свиней весьма аккуратные животные. Декоративная свинья приучается к горшку не хуже, чем кошки. Единожды выбрав для себя место оправления естественных нужд, домашние декоративные свиньи никогда не позволят себе насорить где-нибудь в неположенном месте. Свинки не требовательны к еде. Они съедят все, что им хозяин предложит. Хотя по сути это та же свинья, только небольшого размера. Просто человек на нее смотрит под другим углом, как на свою любимую животинку. Ох уж эти двойные стандарты. Но ведь и раньше в небольших хозяйствах крестьяне смотрели животным в глаза, гладили и ценили каждое из них. Они уважали и любили и заботились о них, понимая, что это не только еда, а животные, которые все понимают. Однако огромные промышленные свинофермы, скотобойни, мясокомбинаты – это что-то совершенно другое. Бесконечный безостановочный конвейер по переработке живых существ во благо человеческой цивилизации. Причем именно скотобойни считаются первыми в мире конвейерными производствами. И там свиньи – это просто обезличенная масса, в распоряжении которых есть квадратный метр из голого бетона. И не на кого даже посмотреть или насладиться приятным пейзажем. Возможно, зрительный контакт и забота мог служить свинкам защитой от той несправедливости, с которой они столкнулись в своей недолгой жизни. Кто-то спросит, а зачем? Еда и еда. То, что мы по природе всеядные хищники, не дает нам права скверно обращаться с животными. Люди в погоне за благосостоянием и комфортом забывают о самых простых вещах. И жизнь человека в последнее время тоже чем-то похожа на конвейер, пусть и растянутый в более длительном промежутке времени. И в этой гонке иной раз многим не хватает просто понимающего взгляда. Когда мы смотрим на другое существо, пусть это даже и не человек, в нашем мозгу
активируются области, ответственные за эмоции. В нас просыпается сочувствие. И сколько бы мы ни прикрывались тем фактом, что домашнему скоту живется лучше, чем животным в дикой природе, остается существенное различие. Дикие звери находятся за пределами нашей ответственности, а жизнь домашних животных целиком и полностью зависит от того, как мы с ними обращаемся. И было бы естественнее взять на себя моральное обязательство заботиться о них как можно лучше. Уинстон Черчилль как-то сказал: «Мне нравятся свиньи. Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки сверху вниз, но свиньи смотрят на нас как на равных». Однако отношения людей и свиней до сих пор только в одностороннем негласном договоре. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.